Во-первых, хотел бы поздравить всех своих соотечественников с годовщиной начала революции достоинства. 2 года прошло, и мы становимся с каждым днем все более достойными. Наше достоинство растет, и оно уже не умещается внутри нас. Насколько ближе мы стали к ЕС? Возможно, наше мышление изменилось, и говорят, что на самом деле изменилось. Возможно, мы стали мыслить теми понятиями, которыми мыслят в цивилизованном обществе, в Евросоюзе. Давайте посмотрим. Я сегодня с утра смотрел один телеканал. Кстати, обнаружил взаимосвязь между наличием вышиванки и мозговой деятельностью. Самый справедливый в мире суд – это суд Линча, как самое действенное и самое доступное средство. Чудо, это же европейские мысли. Самый справедливый суд в мире – суд Линча. Судебная система, она придумана только для того, чтобы избежать этих судов, самых справедливых судов Линча, когда не разбираются, кто виноват и какая мера вины. На самом деле справедливее суда не найти, когда не разбираются, кто виноват и какова мера вины. Да, это же просто отлично. И видно, что у этого человека в вышиванке мозги работают уже по-европейски. Это политолог. Он знает, что говорит. Слушаем другого человека. Опять в вишиванці. Я ж говорю, какая-то взаимосвязь есть, однозначно. І 2 випадки, так, коли Саша Кравчук і Парасюк Володя, значить, оце вже, як його, це суд Лінча? Якраз так, це от якраз, це практично це суд Лінча. Классно все-таки, как хорошо, что за 2 года мы докатились уже до судов Линча. И более того, как суперски, как по-европейски, что мы уже не осуждаем их, а наоборот, говорим как о чем-то хорошем. Но суд Линча, это же когда уже убили, повесили, он продолжает. Тільки він ще трошечки так, вони його не завершили. Розумієте? Це найбільш дієвий спосіб зараз якось щось змінити. Ну, ви розумієте, коли, як то кажуть, закон несправедливий, тоді справедливість стає законом. Сегодня большинство телеканалов устраивало опросы на улицах и спрашивало у простых людей: как вы считаете, вот добилась революция своих результатов? Возможен ли второй Майдан? И люди говорили: возможен, потому что революция не вполне добилась. Вроде бы как добилась, но не вполне. Я думаю, это несознательные люди, потому что на самом деле, если бы они просто задумались, чего добилась революция, представляете, за 2 года пути к Европе прийти к судам Линча. Ну, это же круто. Ну, всех с праздником еще раз. Сегодня, кстати, посольство Штатов выпустило фильм «Украина – це Европа». Я вот думаю, а если Украина – це Европа, если Штаты так считают, что Украина – це Европа, то почему Штаты визы не отменят? Ну, Штаты. А?